Друзья, всем привет! Сегодня буду Вике делать массаж скребком по эмульсии. Вот я эмульсию уже нанесла 2 клика минут, наверное, 5 назад, и она уже начала действовать. Можно, в принципе, добавить ее, разогревающую эмульсию с никотиновой кислотой, но можно не добавлять. Можно просто масло и начать делать массаж. Вик, помнишь, что вот мне говорила, что в прошлый раз мы с тобой делали по массажу гуаша? Чем он тебе понравился? Тем, что он безболезненный. То есть синячки были, конечно, после процедуры, после массажа, но болезненности какой-то не было, как обычно после антицеллюлитного массажа. То есть ходишь, все болит. Тут такого не было. Ну, то есть, получается, он тебе понравился, что не больно было? Ну да. Ну, вот тоже сейчас я начинаю делать такой стороной, которая более лайтовая. Есть здесь жесткая такая сторона в скребке, а он такой вот мощный здесь с этой стороны, а здесь более лайт. И вот я более лайтовой сейчас стороной делаю, чтобы ты привыкла. Ну, уже эмульсия дает обезболивающий эффект. Больно? Нет. Эмульсия дает обезболивающий эффект из-за того, что кровообращение улучшается. Скребок этот сделан из меди. Да, если бы он был из нержавейки сделан, он бы был дешевле, цена была бы дешевле. Просто вот медь, конечно, это более дорогой материал, латунь точнее. И в составе как раз латуни медь и цинк. То есть нормально, да? Не... Ну, уже сейчас ощутимо. Ножку сгибаем чуть-чуть так в сторону. Ага. Вот это сгибаем. Смотри, вот так раз. И ты чуть-чуть на бочок на правый. Вот так, все, стоп. Ага. Чтобы можно было, да, боковую поверхность хорошо проработать. Вот эти места тоже не рекомендую сильно делать, потому что они очень чувствительны. Ни руками, ни скребком. Вот это место, да, около колена. Ну, здесь. Ну и когда клиент уже привыкает, можно включать более жесткую сторону. Ну, не знаю, как она тебе понравится или нет. Ну, ощутимо. Ощутимо. Конечно. Но терпимо, то есть нет такого, что ой, больно там. Нет, отлично. Ну, кожа, ничего там, ни ощущений неприятных нет, да, потому что многие как-то вот такой стороны боятся, и клиенты говорят, ой-ой-ой, больно. Как будто царапает, Как да? будто царапает, Нет, да. ну, какое-то ощущение есть, но оно как будто бы не поверхностное, а более глубокое. То есть чувствуется, что это не просто сверху, а прям внутри. Ногу ровно. Ну, внутренняя поверхность тоже может быть такая достаточно чувствительная. Терпимо? Да, вообще. Это самый эффективный как бы вот из инструментов. Ну, слушай, так невозможно сказать. Здесь зависит от силы воздействия.
Ты имеешь в виду сам скребок? Ну вот он Гуаша? относится к антицеллюлитному больше. Ну, я бы не сказала, что относится к антицеллюлитным. Это просто как версия скребком гуаша делать антицеллюлитный массаж. То есть это как версия. То есть это не гаджет для антицеллюлитного массажа. Это вообще такой древний инструмент. И тоже спорят, где он вообще появился. Китайцы настаивают, что это вот их изобретение. Но вообще это такая методика. В основном им работали раньше по энергетическим меридианам. И он как диагностика тоже был, этот скребок, где вот синяки появлялись. Там, значит, больше нужно было работать. И, значит, больше был такой энергетический блок, считалось. Ну, на наш язык переводя, это спазм мышц и отек. Естественно, там и синяков будет больше. Вот. Ну, и вот антицеллюлитный массаж можно с помощью него делать. И мышцы можно прорабатывать, и спины, и шеи. Ну, да, вот такое вот. Универсальная вещь. Да. Да, вот здесь вот можно вот судить по от голени, как отличается цветом кожи. Разогрелась хорошо очень. Да, ощущается. Ну, так сильно я делаю. Ну, я не давлю со всей силы, но я чувствую, что тебе сильно, потому что он так воздействует достаточно да. глубоко. Ну, вот на одном месте, да, ощутимо. Вот если... Ну, Да, о чем я всегда говорю на обучениях. Если вы перескакиваете из одного места в другое, не концентрируетесь, тогда это менее ощутимый эффект. А если клиенты мои просят: ой, что-то мне не больно, можно посильнее? Я как раз использую вот этот момент, что на одном месте несколько раз, и тогда уже все становится ощутимо. Да. Ну, смотри, эмульсия обезболивает, чтобы больше синяков не было, чем в прошлый раз. Так что, если что, я не виновата. Нет, все равно синяки, я считаю, что это хорошо. После Ну, небольшие, если да. Да, маленькие. Значит, массаж был эффективным, Да. в моем мнении. Массаж будет всегда эффективный, если во время, ну, я имею в виду, если делаешь антицеллюлитный массаж, он всегда будет эффективным, если ты чувствуешь, что тебе в некоторых местах чувствительно, где-то больновато, тогда он будет. Это вне зависимости, насколько сильно делает мастер. Мастер может делать по его меркам, по меркам мастера, ну, еле касаясь, а ты там будешь плакать от боли. И здесь больше, конечно, нужно ориентироваться на ощущения клиента, а не на собственные ощущения как мастера, что я затратила мало сил, там, и поэтому эффекта не будет. А вы там плачете от боли. Вот, поэтому да, здесь такой момент, что ты сама должна корректировать применение силы. Ну что же, сколько вот этот массаж нужно делать на одной, например, зоне, на зоне задней поверхности бедра и ягодицы, ну, минут 5 минимум. Можно переходить от зоны к зоне, 5 минут сделали, перешли на другую зону. И потом опять вернулись к этой зоне тоже. Конечно, руками нужно прилагать больше силы, тратить больше времени, нежели при работе со скребком. Особенно для полных клиентов. Это вообще незаменимая вещь. И вы как-то будете в ресурсе, не будете тратить столько сил, как мастер. И клиент будет получать результат.
Друзья, переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой, приобретайте онлайн-обучение. Я сама курирую онлайн-обучение, отвечаю на ваши вопросы, буду всегда с вами на связи. И также вы можете получить сертификат после обучения онлайн. А сертификат будет такой же, как при очном обучении. Поэтому, друзья, до встречи на онлайн-обучении. Переходите в описание под видео, вся информация там. Все, всем пока!